Привет! Вы на канале «С миру по факту», а меня зовут Александр Гришин. В этом выпуске поговорим о змеях, о больших змеях. Я покажу вам реальные кадры очевидцев, которые смогли заснять змей просто невероятных размеров. Поехали! Когда мы слышим слово «анаконда», то сразу представляется огромная змея, которая в нашем понимании невероятно опасна. Возможно, такой образ перед этими змеями появился благодаря кинематографу. Все мы с вами помним фильм 1997 года про огромную змею-убийцу. Но ее опасность сильно преувеличена. Конечно, она может вас убить, задушив или с легкостью проглотив. Но вряд ли станет это делать, так как побаивается человека и старается всячески избегать с ним встреч. В истории было лишь несколько случаев летальной встречи с человеком. Конечно, самые большие змеи – это питон и анаконда. Питон – это самая длинная змея. Анаконда же немного уступает ему по размерам, но она гораздо массивнее, она толще и весит больше. Недавно в Индонезии служащие пожарной службы проявили смекалку и сняли огромного питона со здания с помощью строительного крана. Местные жители были шокированы, когда увидели хищника, забравшегося на крышу. Для устранения проблемы на место прибыли пожарные. Используя строительный кран, сотрудники пожарной службы закрутили питона на крюк и безопасно вытащили его. Вследствие работы ни животные, ни люди не пострадали. Там же, в Индонезии, на острове Ява поймали самого крупного питона на сегодняшний день. Он находится в неволе и выставлен на всеобщее обозрение. Согласно вывеске на входе, питон имеет размер 14 метров 85 сантиметров в длину и весит почти 450 килограмм. По местному ТВ также было упоминание об этом рекордсмене. Однако официальных подтверждений тому нет и, скорее всего, не будет, так как что-то мне подсказывает, что они лукавят, дабы привлечь туристов в свой зоопарк. Но все же размер змеи поражает. В Индии толпа зевак собралась, чтобы посмотреть на огромного питона, который целиком проглотил дикую свинью. Удивительно, насколько может раскрываться рот животного, чтобы проглотить настолько крупную жертву. А это видео 2008 года, которое стало вирусным. Возможно, вы его тоже видели. Очевидец снимает огромную змею. Вот это скример, все как в кино. Змея дождалась, когда камера оператора дойдет до головы и набрасывается. Что было дальше, неизвестно. Как по мне, так питоны менее интересны, чем анаконды. Анаконды массивнее, толще. И по этой причине выглядит больше, устрашающе и гораздо впечатляюще. И вот вам доказательство. Рыбак в Бразилии запечатлел анаконду гигантских размеров. Она медленно преодолевала реку, а затем спряталась в зарослях. Рыбак утверждает, что она была 15 метров в длину. Но вряд ли с ним можно согласиться. Да и видно, что видео вытянуто по ширине. Но змея была действительно гигантской. Рабочие, строящие дамбу в северо-бразильском штате Пара, после проведения управляемого взрыва в пещерах Альтамира обнаружили ползающую там 10-метровую анаконду. Строители подвесили змею, тело которой имеет 1 метр в диаметре и весит более 400 килограмм, на подъемный кран, чтобы сделать фотографии и как следует рассмотреть. Это вызвало бурную негативную реакцию у пользователей YouTube, куда был залит ролик. Комментаторы утверждают, что рабочие убили змею. Однако эта информация нигде не подтверждается. Скорее всего, змея погибла при взрыве. Анаконды любят наслаждаться солнцем, особенно когда покушают. Но для них лучше всего быть в воде. Поэтому чаще всего их можно увидеть на водной глади рек. На видео, снятом рыбаком из Бразилии на реке Сикриу, показана внушительных размеров анаконда, которая отдыхала на ветке дерева. Предположительно, длиной она около 8 метров. А эту змею рыбаки застали уже на суше. Почуяв опасность, змея предпочла спрятаться. Трудно определить ее размеры, но без сомнения она просто гигантская.
Человек по имени Итало Насименто Фернандес и его жена ехали по проезжей части, когда на обочине дороги они увидели гигантское животное, пытающееся переползти дорогу. Это была анаконда, огромная змея, свойственная джунглям Южной Америки. Анаконда пыталась пересечь дорогу, но интенсивность движения была довольно высокой. Тогда Итало с женой решил помочь змее. Они остановили движение и дали анаконде спокойно перебраться, после чего змея скрылась в зарослях. А это видео вы наверняка уже видели. Трое рыбаков наткнулись на огромную анаконду, которая недавно съела какое-то большое животное. Это видно по ее раздутому телу. Все, что хотелось змее, это спокойно полежать и переварить пищу. Однако рыбак всячески мешал ей, хватая ее за хвост. Скорее всего, он просто хотел похвастаться и показать ее на камеру. Однако и пользователи, и правоохранители негативно отнеслись к действиям рыбака. Если первые просто осудили его, то вторые выписали штраф в размере $600. А на этом все. В этом видео я показал вам кадры самых больших змей, которых удалось снять людям со всего света. Пишите, какая змея вас впечатлила больше всего. И хотели бы вы увидеть анаконду вживую, в дикой природе. Ну а я прощаюсь с вами ненадолго. До новых встреч, друзья. Пока!